Всем привет, вы на канале Польза Лайф, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И прикол в том, что этот смартфон уже 4-й раз у меня уже запускается. Обычно я при заходе в лифт начинаю запись, но вот сейчас я, допустим, вижу, как он, по-моему, звук от картинки отстает. Но так как я уже пытался на него несколько раз снимать, то пусть так и будет. Примерно вы будете прикидывать, как это снимает дело. Это Poco X7. Обзор на него уже был на канале. Еще будет обзор на канале не раз. А может быть еще обзор одним кадром в 1080p 30 FPS. Я думаю, что многие из вас знают. Во всяком случае, кто смотрит подобный формат, потому что в таких объемах есть он только у меня. То есть это уже, там, не знаю, 115-й смартфон, который обзор одним кадром делаю. Это основной модуль 4К 30 FPS. И что такое Poco X7? Для начала я, разумеется, попрошу вас подписаться на основной канал Польза.нет, подписаться на телеграм-канал скидок и оставить любой осмысленный комментарий для того, чтобы участвовать в розыгрыше Poco X6 Pro, а потом в перспективе Poco X7 Pro. У меня еще 4 штуки Poco X6 Pro, а X7 Pro я еще купил штук 6, мне кажется, но уже 4 в России. И сразу, чтобы вы понимали плюсы этого аппарата относительно того же Poco X7 Pro, у этого девайса есть на фронталке 1080p 60 fps, и у него есть eSIM. Для многих это будет основополагающим фактором. Плюс есть люди, которые реально любят экраны полуводопады. Здесь у нас полуводопад. Это то же самое внешне, как и Redmi Note. Я вам сразу расскажу. 14 Pro. Обзор был на канале. Pro 5G. 4G я еще не купил. И Pro плюс 5G Redmi Note. Я не знаю, зачем они клепают всяко разное, но Redmi они намного менее интересны. Почему? Потому что этот девайс в долларовом эквиваленте $189, а те девайсы сейчас по 270, по 280. Redmi Note 14 Pro Plus вообще по 300 начинали продавать. Напоминаю, что основной плюс подобного контента, первое, в том, что я здесь чаще всего вываливаю недостатки, потому что их лучше запоминаешь. Это раз. А два, помимо этого, разумеется, у вас есть возможность наблюдать, как отрабатывает камера в реальных условиях обстановки. Повторяюсь, придет HyperOS второй версии и Android 15, который они здесь зажали, потому что Poco X7 Pro он есть. Ну, для чего? Для того, чтобы у вас плюс год поддержки был у Poco X7 Pro, а здесь минус год поддержки, а линейка вроде бы одинаковая. Так вот, когда придет вторая версия, наверное, я сделаю обзор в 1080p 60 fps, когда они уже допилят процессор. Потому что на данный момент все плохо. И съемка вряд ли будет лучше, но, опять же, мы же не про съемку в рассказ ведем, а в первую очередь про сам девайс. Вы видите, какие фризы? И нет, это не по той причине, что у меня отключен автоматический подбор частоты кадров. Он отключен. То есть это просто 30 FPS так снимают. Так вот, пока я не забыл, для чего я вообще с собой взял Poco F3. Poco F3 я взял для того, чтобы вам напомнить, что Poco F3 он лучше, чем Poco X7 по мне. Но, опять же, все относительно. Но по мне он лучше. Это раз. Два. Poco F3 набивает 800 тысяч баллов в Antutu, этот 600 с лишним. Если брать Poco X6 Pro, который сегодня уже был в часы скидок на Алихе, он там 23 700, кто-то может найти дешевле, кто-то может найти дороже, но плюс-минус, считайте, он на 10% дороже Poco X6 Pro, чем Poco X7, только у него в 2 раза больше баллов в Antutu, соответственно, больше перспектив для того, чтобы вы как-то его где-то допиливали. Но, опять же, по Poco X6 Pro минус год поддержки, прямой экран и нет определенных фишек, которые здесь есть. Допустим, здесь IP у нас 68, я топил этот смартфон, он спокойно прожил свое утопление, но просто чего бы я сейчас не рассказывал вам, расскажу, что там он идет с чехлом в комплекте, у него запоминающийся дизайн, который мне, кстати, не особо нравится, но это, опять же, субъективщина. Бамблби, не знаю, миньоны, еще что-то. Вот это вот сусальное, колхозное, цыганское золото, которое многим импонирует. А опять же, дитя 90-х, там много вот этих было под золото побрякушек. Может, сейчас это опять модно. Я очень часто напоминаю, что, допустим, те же флагманы с такими ободками из золота не делают. Но это не особо важно. Заряжается он быстро, беспроводной зарядки нет, реверсивной нет.
по-моему, 47 минут он заряжался. Разумеется, батарея будет раскачиваться. По поводу количества цикла зарядок у данного типа батареи новых а-ля, это вопрос дня, потому что кто-то говорит, что циклов будет меньше, кто-то больше, но увидим по деградации батареи. А если говорить про его особенности, стагнация, вот, наверное, одно слово, которое великолепно может объяснить отношение ПОКа к своим устройствам, потому что Antutu показывает нам, что запаса мощности нет. Эта линейка получается хуже, чем прошлая линейка. Ну, потому что за одну и ту же стоимость кто-то покупал за 18, помните, там, за 19 Poco X6 Pro. Понятно, что сейчас курс просел, и 30% железа подорожало в местной валюте у кого-то. В долларах это все стало дешевле, но, опять же, вот ощущается именно так. И когда ты смотришь на цены 3 месяца назад, ты думаешь, почему смартфоны на класс выше стоили дешевле. Потому что 30% разницы. Когда курс падает на 30% дорожает вся электроника в тех странах, которые эту электронику не производят. И потому что ее покупают за валюту, эту железку. Так вот, вот Poco X7 может быть великолепным девайсом послезавтра. Либо курс просядет, хотя, опять же, можно будет покупать Poco X6 Pro. Либо второй вариант, они что-то где-то допилят. Потому что на данный момент играть в него не кайф. Можете посмотреть мой обзор на пользу стрима. Я вообще его не понял, потому что очень многие смарты проявляют себя намного лучше. Этот, мягко сказать, нулевой в играх сейчас. По поводу съемки. Фотографировать можно на любой девайс. Яркий тому пример Redmi Note 14 5G, который там вообще на $50 дешевле, и он снимает, в принципе, фото адекватно. По поводу видео, но опять же, здесь 4К 30 FPS. То есть, неужели в 2025 году 4К 30 FPS это актуально, когда мы смотрим на их старые линейки, у каких-то там редмиков, еще чего-то, где какой-то прогресс в чем-то? Внутренняя память не медленная, не быстрая. UFS 2.2 могли бы запихать побыстрее, надо было бы сделать дороже. И потом как бы они продавали что-то новое. То есть технически вы хотите вот сейчас, если приобрести этот смартфон, основные его плюсы, и я бы на это делал, ну и маркетологи делают тоже на это упор, это eSIM, кому надо eSIM и кому нужна защита от влаги. И третий момент, кому хочется вот этого вот экрана, полуводопада. Кому-то он реально в кайф, кому-то больше нравится. Плюс дизайн такой, что ты его на столе не потеряешь. Все. То есть особо распыляться по поводу этого смартфона не стоит. Телевика здесь нет, ультраширик позорный, но даже у флагманов он часто позорный. Фронталка круто, что 1080p 60 fps. Какое-то днище, что Poco X7 Pro 1080p 30 fps и нет eSIM. Это такой... Так можно было. И единственное, очуменно эту линейку, почему нельзя Poco X7 очень сильно ругать, отличает то, что Poco X7 объективно, как и X7 Pro, лучше, чем вот эта линейка Redmi Note 14 Pro, 14 Pro Plus, там 5 смартфонов, я 4 из них купил, 5 не могу найти. Я не могу найти 14 Pro 4G. Вот, 5G купил, обзор уже был Pro 5G. На 14 5G уже был обзор, на 14 Pro Plus 5G будет обзор завтра. И 14 4G послезавтра, а 14 Pro 4G я найти не смог пока для покупки быстрой. И можно вот попытаться плавно что-то там поснимать вам, порассказывать, как он зумирует, еще что-то. Но все будет зависеть это от цены. Я говорю, когда у нас X6 максимум, когда у нас ценник на Poco X6 Pro отличается меньше, чем на 10% от Poco X7, и повторяюсь, Poco X6 Pro, да, может вам и не нравится дизайн, или Poco F3, почему Poco F3 3 поколения? Понятно, F это более модная линейка, но почему они настолько реально мощнее, на 200 тысяч баллов в Antutu, я специально провел его еще раз, чем Poco X7, 3 поколения прошло. То есть, если у вас Poco X3 Pro, то в принципе, даже можно и не обновляться, если он у вас не тормозит. С андроидом то же самое. Почему не 15-й версии? Почему HyperOS не первый? В общем, сейчас надо в средняках по мне лавировать, вылавировать.
Если бы я себе что-то брал, я бы пытался найти не Poco X7, а Poco X6 Pro в те же деньги. Благо вариков много, можно у меня выиграть, а можно поискать, много где на площадках их скидывают. Либо уже шаг выше, за 27 смотреть Poco X7 Pro и закрыть свои потребности, как с Poco X3 Pro, он тоже был крутой, на несколько лет вперед. Потому что там есть и 4К 60 FPS, и в целом линейка по мне очень удачная. Там есть свои минусы, то есть там нулевая фронталка, еще что-то, посмотрите обзоры на него, но относительно конкурентов это прям топ за свои деньги, примерно то же самое, что OnePlus 13, который на разных площадках вот, в районе 70 тысяч торгуется, а когда ты покупаешь флагман за $640, это прям жир. Цвет, блеск, красота, и это прям топ за свои деньги. Да, и тяжело очень ощущается, что курс другой, потому что, ну, еще раз, тот же Poco X7 Pro, вот буквально там 3 месяца назад мы бы его увидели по 22 тысячи рублей. Ну, конечно, 22 ощущаются лучше, чем 28. Но вот так, вот так. А вот это вот дело вышло бы 3 месяца назад в рублях 17-18. У меня бы другие песни были. Но я пока к курсу не привык, вы, наверное, тоже. Поэтому вместо того, чтобы привыкать, как говорится, что не потрачено, то сэкономлено. Все, что мог, рассказал. Надеюсь, что чем-то вам помог данный контент. Если интересно, чтобы я сделал то же самое на новой прошивке в 1080p 60 FPS, напишите. Последний гвоздь в крышку всего этого дела — это виртуальный датчик приближения. И он здесь убого работает, как и в Poco X7 Pro. А нормально он, к сожалению, работает только из того, что я тестировал из Redmi в Redmi Note 5G. Даже в Redmi Note 14 Pro 5G он работает убого, а в Redmi Note 14 5G мы тестировали его на канале для стримов. Кстати, я его одновременно с Poco X7 тестировал. Я очень удивлялся, почему виртуальный датчик там работает как физический, а здесь виртуальный датчик работает как непонятно что. И не пишите мне про калибровку, можете мне написать лучше: я калибрую виртуальный датчик. Или второй вариант, если вы смотрите: я ненавижу свой виртуальный датчик, потому что я пользуюсь Poco. Ну, или какой-нибудь другой вариант. Вот как много людей реально калибрует виртуальный датчик, и почему никто не хочет физический. Вот. Наверное, так. По сборке, по всему остальному у меня претензий нет. За свои деньги в долларовом эквиваленте абсолютно адекватный смартфон. Там это вся оптическая стабилизация, 50 мегапикселей. Все вы видите. Исходники фоток у меня в личной телеге смотрим. В описании я добавлю ссылку. Полноценный обзор на основном канале. Это первая ссылка. Прожарка то же самое в описании. И кто хочет помочь каналу, есть еще личная у меня телега, но там больше прям про личные и про вот этот вот ютубный цех, как я могу выпускать столько контента, как, что, где я покупаю, и большинство вещей, которые я не могу говорить на аудитории, потому что почти все мои телеги больше 10 тысяч, и они, соответственно, зарегистрированы везде. Вот, так что, если хотите помочь каналу, это такой вариант спонсорства. Там за звездочки можете подписаться. Я думаю, мужикам будет интересно. Женщинам однозначно не советую, но у меня, в принципе, на канале для стримов их 1% по статистике. Думаю, здесь их еще меньше. Надо, кстати, посмотреть. Все, девайсы от меня однозначно в долларах. Да, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.